Привет, все ARMY. Это очень особенный эпизод. Вчера вечером это был не просто обычный концерт. Это был исторический вечер для BTS и всех ARMY по всему миру. Премьерный показ альбома Arirang, который наконец-то вышел в свет. После долгого ожидания, полного тоски и надежды. Сверкающие огни, отражающиеся от каждого уголка. И море ARMY, заполнивших площадь Кванхвамун. Атмосфера была такой живой, словно вся энергия ночи объединилась. Полная любви, полная эмоций и полная нерассказанных историй. С момента первого объявления этот концерт ощущался по-другому. Не только из-за его грандиозного масштаба, но и потому, что было ощущение, что вот-вот произойдет что-то особенное. И все же никто не был по-настоящему готов к тому, что произошло вчера вечером. Потому что за грандиозной сценой, за безупречной хореографией и потрясающим вокалом была другая история, которая постепенно захватывала всеобщее внимание. История, которая не нуждалась в диалоге, но казалась такой глубокой. Да, они. Ким Тэхён и Чон Чингук. С того момента, как они появились на сцене, было что-то другое, что-то, что почувствовалось сразу. Это невозможно было описать словами. Но это было достаточно сильно, чтобы привлечь все взгляды к ним. Этот взгляд слишком долгий, чтобы быть случайностью. Слишком глубокий, чтобы быть просто частью хореографии. Словно между ними шел безмолвный разговор, который мог понять только сердце. Их движения казались такими синхронными. Не просто синхронными, как у профессиональных исполнителей, а как у двух людей, которые понимают друг друга без всяких подсказок. Каждый шаг, каждый поворот казались естественными. И эта маленькая улыбка, появившаяся в незапланированный момент. Улыбка, которой они делились только друг с другом, была тем моментом, когда все стало казаться еще более реальным. Каждый маленький момент, который они разделяли на сцене, никогда не был по-настоящему маленьким в глазах фанатов. То, как Чингук молча взглянул на Тэхёна. И как Тэхён ответил ему теплым, нежным взглядом. Это было не просто случайное взаимодействие. Это казалось искренним. Лента новостей мгновенно наполнилась фрагментами их моментов. Каждая секунда проигрывалась, каждое движение анализировалось. И каждое выражение лица становилось предметом бесконечных обсуждений. Чем больше смотришь, тем труднее это игнорировать. Был один момент, когда они стояли так близко. Не было чрезмерных прикосновений. Никаких драматических жестов. Но именно в этом и заключалась красота. Атмосфера между ними говорила больше, чем могли слова. Она была спокойной, теплой и такой естественной. И именно поэтому все казалось намного романтичнее. Как будто время замедлилось в тот момент. Среди громкой музыки и аплодисментов были короткие мгновения тишины. И именно тогда все стало яснее. Многие заметили кое-что интересное. Как Чон Чингук несколько раз искал Ким Тэхёна на сцене, словно убеждаясь, что они никогда не отходят друг от друга. Простая вещь, но она казалась такой значимой. А Тэхён своим спокойным, проникновенным тоном, не делая много эффектных движений, но всегда присутствуя в правильный момент. Как будто они держали ритм друг друга. Не только в танце, но и в своем присутствии. Был также небольшой, почти незаметный момент, когда музыка немного стихла, и они стояли рядом без какой-либо определенной хореографии, просто наслаждаясь атмосферой. Там их выражения лиц изменились. Более мягкие, более честные, более свободные от своих ролей айдолов. И именно в этот незапланированный момент
фанаты почувствовали, что увидели другую их сторону. Более личную сторону, ближе, более настоящую. Неудивительно, что многие AR/MUI говорили, что тот вечер отличался от предыдущих концертов. Потому что на сцене было не только выступление, но и чувства, которые текли беспрепятственно. По мере того, как вечер продолжался, становилось яснее, что их химия не была просто совпадением. Это не было чем-то, что появилось на мгновение, а затем исчезло, а чем-то постоянным, что продолжало проявляться в мелких деталях, что можно было понять, только если действительно обратить внимание. И, возможно, именно это сделало тот вечер таким особенным. Не из-за больших, драматических моментов, а из-за серии маленьких моментов, которые постепенно сложились в целую историю. Историю близости, о комфорте и о двух людях, которые не прилагают особых усилий, чтобы казаться, будто значат друг для друга одно и то же. И сами того не осознавая. Чем дольше продолжался концерт, тем больше маленьких моментов начинало разворачиваться один за другим. Небольшие, сразу очевидные моменты, а скорее простые детали, которые, будучи собранными воедино, казались такими глубокими. Например, как Чон Чингук несколько раз улыбнулся. Не в камеру, не в зал, а в том же направлении. И там всегда был Ким Тэхён. Или как Тэхён. Среди тысяч людей, выкрикивающих его имя. Казалось, больше сосредоточен на одной фигуре поблизости. Краткий взгляд, но достаточный, чтобы многие фанаты на мгновение замерли. Были и моменты, когда они смеялись. Негромкий смех, предназначенный для сцены, а тихий смех, который казался спонтанным. И такие вещи нельзя спланировать. Все казалось таким естественным. Как будто они забыли, что находятся на огромной сцене BTS. И на мгновение просто были сами собой. Чем больше смотришь, тем яснее становится, что их комфорт был искренним. Не было никакой неловкости. Не было искусственной дистанции. Просто два человека, которые казались по-настоящему дома, когда были рядом друг с другом. И, возможно, именно поэтому так много фанатов были захвачены их эмоциями. Потому что то, что они видели, было не просто взаимодействием, а чем-то живым. Это не требовало доказательств. Потому что и так уже было достаточно прочувствовано. Тот вечер оставил не только воспоминания, но и сладкий вопросительный знак о том, что на самом деле скрывалось за каждым взглядом и улыбкой. И после окончания концерта одна вещь стала ясна в сердцах AR/MUI. Что эта история еще не закончилась. В тот вечер Тэкук был не просто фан-сервисом. Это не было чем-то натянутым ради реакции публики. Это выглядело как два человека, которые действительно чувствовали себя комфортно в компании друг друга. И это комфорт нельзя подделать. AR/MUI ликовали без остановки. Поклонники Тэкука были переполнены эмоциями, которые трудно описать. Многие говорили, что не могли перестать улыбаться даже после окончания концерта. Потому что то, чему они стали свидетелями, было не просто невероятным выступлением двух великих айдолов, но и тельхо-историей, которая казалась такой живой. Связь, которую не нужно было объяснять, потому что каждый мог ее почувствовать. В тот вечер Эрирнг был не просто музыкой. Он был не просто грандиозной сценой или впечатляющей хореографией. Он был о чувствах, которые переливаются в каждом моменте. О эмоциях, которые остаются в сердцах каждого зрителя. И о двух людях, которые без особых усилий
без лишних слов, умудрились привлечь внимание всего мира. Теперь у фанатов остается только один вопрос. Это только начало чего-то большего? Или будут еще моменты, которые заставят нас влюбиться еще сильнее? В каждом маленьком взаимодействии в будущем? Дайте нам знать в комментариях. Какой момент с Такуком вызвал у вас самые сильные эмоции прошлой ночью?